Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что же мы будем сегодня шить? Загадка. Вот загадочная женщина загадит жизнь кому угодно. А если не успеет, то придет догадливая и догадит. Но вы понимаете, что от старых джинсов остались только воспоминания. Верхняя часть с карманами. Рассмотрим все остатки и обрезки и нарежем полоски с шириной 5 сантиметров, а длиной примерно 16-18, сколько получится. Шить будем по основе клеевому флизелину. Сами понимаете, что старые джинсы, тем более стрейч, обязательно надо дополнительно укреплять и проклеивать. На флизелине, на той стороне, что с клеем, нарисуем вспомогательные линии. Обозначим серединку и расчертим углы 45 градусов. Это нам надо, чтобы шить ровно. Работу начинаем снизу. Вначале положим треугольник, так, чтобы прямой угол лежал ровно на центральной линии. Затем к нему будем присоединять полоски. Пришили первую полоску, отогнули, закрепили машинной строчкой. После этого присоединяем вторую полоску. Также ее отстрочим. Вот здесь надо внимательно следить за тем, чтобы вершинка второй полоски лежала строго на центральной линии. Таким же образом пришиваем остальные полоски. Когда вся основа заполнена, тщательно проутюживаем заготовку. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Все ровно, красиво, швы спрятаны, ткани укреплены. После этого деталь тщательно промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Заготовка получилась красивая, но маленькая. Будем придумывать продолжение.
У нас еще оставались детали с задними карманами. Пустим их в ход. Для начала также укрепим клеевым флизелином. Потом сошьем вместе. Шить будем настрочным швом с одним закрытым срезом и одним открытым. Для этого детали складываем лицевыми сторонами внутрь, располагая их так, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на ширину отделочной строчки. Детали соединяют со стороны верхней на расстоянии 0,5-0,7 см от среза. Затем детали расправляют, с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку. Потом также соединяем вместе две большие детали. Конечно же, самое интересное в джинсах – это разные вкусняшки, шлёвки. Мы их аккуратно спороли со старых джинсов. Пришить их хоть и сложно, но можно. Главное, не торопитесь. Можно даже помогать вручную крутить колесо швейной машинки. Работайте осторожно, чтобы не сломать иголку. Вот такая интересная заготовка у нас получилась. Что это будет? Сумка или подушка? Не знаю. Еще не придумала. А почему? А потому что у меня закончились старые джинсы. И не из чего делать продолжение. Да-да, и не говорите. Вот такие эти рукодельные блогеры. Готовы последние штаны снять ради контента, чтобы им классы ставили и комментарии писали. В общем, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!